Вы когда-нибудь задумывались, почему в глубине Амазонки тишина никогда не бывает мирной? Почему каждое ваше движение в этой воде кажется ошибкой? Забудьте про амазонские джунгли из учебников географии. Забудьте сказки о крокодилах из зоопарка. Сегодня мы заглянем в глаза существу, которое видело рождение и гибель цивилизаций. Я обещаю, следующие 15 минут изменят ваше представление о том, что такое настоящий страх. Вы поймете, почему местные племена никогда не произносят его имя вслух после заката. И почему, если вы заметили его взгляд в темноте, ваше время уже истекло. Вы думаете, что стоите на твердой земле? Нет. Вы находитесь на обеденном столе самого терпеливого убийцы в истории Земли. В Амазонии есть правило. Если ты увидел его глаза, значит, он уже разрешил тебе на него посмотреть. И это плохой знак. Если ты зашел в воду по колено, ты уже перестал быть хозяином своей жизни. Амазонка – крупнейшая артерия планеты, пульсирующая в ритме смерти и возрождения. Настоящая Амазонка – это не зелень, это чернота. Затопленные леса, где вода перенасыщена танинами настолько, что на глубине 1 метра свет перестает существовать. Здесь видимость падает до нуля, а солнечный свет пробивается с трудом. Это живая тьма. Температура воздуха держится около 28 градусов. Влажность почти достигает 100%. Каждое дыхание густое, тяжелое. Температура и влажность создают ощущение, что вы находитесь внутри гигантского зверя. Вода кажется теплой, почти спокойной. Но под этой поверхностью другой мир. Глубина может достигать от 20 до 30 метров в отдельных участках. Видимость почти нулевая. Свет исчезает уже на первых метрах. Здесь нет горизонта, нет ориентиров, нет звука, который можно было бы понять. Только давление. Только темнота и движение, которого вы не видите. В этих условиях рождается идеальный хищник. В этой вязкой темноте каждый всплеск кажется криком, а каждая плавающая коряга – потенциальным убийцей. Вы здесь не гость, вы потенциальный источник калорий. И прямо сейчас, в 10 сантиметрах под поверхностью, за вами наблюдает нечто, чье терпение исчисляется миллионами лет. Это не просто животное. Это живое воплощение первобытного ужаса, скрытого в черных водах, где свет умирает, не достигнув дна. Приготовьтесь. Мы спускаемся туда, где царит тишина, прерываемая лишь хрустом костей. Прежде чем вы почувствуете боль, вы увидите пустоту. Черный кайман, Melanosuchus niger, это единственный представитель своего семейства, выбравший путь абсолютной маскировки. Его чешуя не просто темная, она поглощает свет, словно биологическая черная дыра. Обитая в бассейнах Амазонки и Оренока, этот хищник сливается с цветом воды и тенями затопленных корней. Взрослые особи достигают угольно-черного цвета, который служит не только для охоты, но и для терморегуляции, позволяя огромному телу быстрее впитывать скудное тепло утреннего солнца. Это не кожа. Это камуфляж, превращающий 5-метровое тело в невидимый клинок, занесенный над зеркалом воды. В отличие от нас, этот зверь не тратит энергию на обогрев собственного тела. Его метаболизм – это шедевр экономии. Черный кайман может неподвижно лежать на дне часами, не делая ни единого вдоха. Его сердце – сложнейший гидравлический насос с уникальным клапаном, зубцом Паница, который позволяет перенаправлять кровь в обход легких, когда хищник затаился в засаде. Это делает его фактически частью ландшафта. Он не живет в привычном нам понимании. Он функционирует как механизм, находящийся в режиме ожидания. Когда он нападает, это не ярость. Это просто высвобождение накопленной потенциальной энергии. Если обычные крокодилы кажутся вам большими, черный кайман заставит вас пересмотреть понятие масштаба. Это крупнейший хищник Амазонии. Официально зафиксированные особи достигают от 5,5 до 6 метров в длину. Это размер небольшого микроавтобуса. Вес такого чудовища может превышать 500 килограммов, а по некоторым данным и тонну. Представьте себе полтонны живых мышц, костей и зубов, способных двигаться со скоростью молнии в среде.
где вы едва можете шевелить ногами. Это биологический танк, который не знает преград. Когда такая масса приходит в движение, вода вокруг буквально закипает от мощи его хвоста. Даже в абсолютной темноте кайман видит вас. По всей поверхности его челюстей расположены крошечные черные точки – интегументарные сенсорные органы. Это природные датчики давления, способные уловить малейшую вибрацию воды на огромном расстоянии. Каждое ваше движение, каждое биение сердца, передающееся через воду, регистрируется его нервной системой. Для него вы не визуальный образ, а последовательность колебаний. Он знает, где вы находитесь, какого вы размера и в какую сторону движетесь, даже если его глаза полностью закрыты. Это невидимая сеть, из которой невозможно выбраться, если вы уже попали в зону его досягаемости. Если направить фонарь на ночную реку, вы увидите красные угли. Это тапетум, отражающий слой за сетчаткой глаза каймана. Он усиливает свет, позволяя хищнику видеть в мутной воде так же четко, как мы видим ясным днем. Его зрение адаптировано для обнаружения движения в условиях минимальной освещенности. Но пугает другое. Кайманы способны видеть и над водой, и под ней одновременно благодаря прозрачному третьему веку, мигательной перепонке. Он наблюдает за вами сквозь толщу воды, оставаясь защищенным. Его взгляд – это холодный аналитический процесс оценки вашей уязвимости. Сила укуса черного каймана – это приговор. Она составляет примерно 4000 фунтов на квадратный дюйм. Для сравнения, это в 4 раза мощнее, чем укус ротвейлера, и достаточно, чтобы мгновенно раздробить панцирь крупной черепахи или бедренную кость буйвола. Его зубы – это не ножи для резки, это колышки для удержания. Их около 70, и они постоянно сменяются в течение всей жизни. Механизм захвата работает по принципу капкана с обратным ходом. Как только челюсти сомкнулись, разомкнуть их физически невозможно. Мышцы, отвечающие за закрытие пасти, массивны и тверды, как камень. Это инструмент, созданный для одной цели – дробления и удержания. Поскольку кайман не умеет жевать, он использует самый жуткий прием в арсенале рептилий – смертельное вращение – death roll. Схватив жертву за конечность, он начинает вращаться вокруг своей оси с невероятной скоростью. Центробежная сила в сочетании с весом хищника буквально вырывает куски плоти и отделяет суставы. В этот момент вода окрашивается в красный, а жертва теряет ориентацию в пространстве. Это не просто охота. Это механическая переработка материи. Сопротивление бесполезно. Законы физики работают на стороне каймана, превращая его тело в живой винт. Мало кто знает, что черный кайман – это не только челюсти, но и акустическая пушка. В сезон спаривания или при защите территории самец издает низкочастотный рев, который находится на грани человеческого слуха. Это инфразвук. Представьте, поверхность воды вокруг каймана начинает мелко вибрировать. Тысячи крошечных капель танцуют над его спиной, словно вскипая, хотя вода остается холодной. Этот звук проходит сквозь ваше тело, вызывая необъяснимый животный ужас на уровне инстинктов. Кайман не просто кричит, он сотрясает саму структуру пространства. Это вибрация, которая парализует мелкую добычу и заставляет сердца крупных млекопитающих сбиваться с ритма. Он заявляет о своем праве на реку, используя физику звука как инструмент подавления. Существует миф, что ягуар – безоговорочный король джунглей. В интернете популярны видео, где кошка нападает на обычных кайманов. Но есть одна деталь – ягуары почти никогда не трогают взрослого черного каймана. Это слишком большой риск даже для самого свирепого млекопитающего. Когда 5-метровый черный кайман встречается с ягуаром, происходит столкновение двух разных философий убийства. Ягуар – это точность и укус в череп. Кайман – это грубая гидравлическая мощь и утягивание в бездну. В этой дуэли вода – союзник рептилии. Один неверный прыжок, одна осечка, и кошка превращается в кусок мяса, который кайман будет медленно переваривать в течение месяца. Это холодная война, где границы территорий прочерчены кровью тех, кто был недостаточно осторожен.
Чтобы понять, почему черный кайман так страшен, нужно заглянуть на 8 миллионов лет назад. Его прямой предок – пурусавр. Это было чудовище длиной 12 метров и весом в 8 тонн. Черный кайман – это уменьшенная, более эффективная и скрытная версия этого кошмара. Эволюция не стала менять конструкцию, она лишь сжала ее до размеров, позволяющих оставаться невидимым. В его жилах течет кровь существ, которые охотились на гигантских ленивцев размером со слона. Когда вы смотрите на черного каймана, вы смотрите на реликт эпохи монстров, который нашел способ выжить в современном мире. Его анатомия – это чертеж, проверенный миллионами лет безупречной работы. Одной из самых пугающих особенностей каймана является его способность вертикального погружения. Большинство животных уходят под воду с шумом или движением вперед. Черный кайман может просто раствориться. Он контролирует объем своих легких и положение внутренних органов таким образом, что его тело теряет плавучесть и опускается ко дну абсолютно вертикально, без единого всплеска. Только что перед вами была голова монстра, а через секунду лишь гладкая поверхность воды. Этот прием превращает его в призрака. Он не уплывает, он просто перестает существовать в вашем мире, оставаясь при этом прямо под вашими ногами. Но есть те, кого боится даже этот черный титан. Это гигантские выдры или речные волки. Поодиночке они закуска, но они никогда не ходят по одному. Стая из 10 двухметровых выдр – это единственная сила, способная заставить каймана отступить. Они атакуют со всех сторон, кусая за хвост и лапы, изматывая хищника своей скоростью. Это редкий пример того, как интеллект и коллективная работа млекопитающих бросают вызов совершенному одиночному убийце. Вид того, как милые выдры разрывают молодого каймана, это одно из самых жестоких зрелищ Амазонии, напоминающее нам: в этих водах никто не в безопасности. В середине 20 века черный кайман был на грани исчезновения. На него охотились ради элитной кожи. Казалось, эпоха речных королей окончена, но амазонка умеет хранить своих детей. За последние десятилетия популяция черного каймана восстановилась с пугающей скоростью. Они вернулись в те лагуны, где их не видели 50 лет. И теперь они стали крупнее и агрессивнее. Исследователи отмечают, что из-за отсутствия прессинга со стороны человека кайманы начали восстанавливать свою естественную иерархию. Они снова занимают свои троны, и теперь каждое каноэ, каждая хижина у воды находится под их пристальным холодным наблюдением. В отличие от многих рептилий, черные кайманы проявляют признаки высокого интеллекта. Исследования показывают, что они способны запоминать маршруты жертв. Если вы каждый день приходите к берегу за водой в одно и то же время, кайман уже составил ваше расписание. Они используют приманки. Иногда кайманы специально замирают, позволяя птицам садиться на свои головы, чтобы в нужный момент захлопнуть пасть. Это стратегическое мышление делает их в разы опаснее обычных хищников. Он не просто бросается на все, что движется. Он вычисляет момент вашей максимальной слабости. В мире черного каймана нет друзей. Есть либо конкуренты, либо еда. Крупные самцы крайне территориальны и без колебаний пожирают более мелких сородичей. Это поддерживает популяцию в состоянии постоянного напряжения и отсеивает слабых. Это означает, что выжившая взрослая особь – это ветеран тысяч сражений. Существо, которое прошло через естественный отбор в его самой жестокой форме. Его спина покрыта шрамами от зубов собственных братьев. Этот хищник не знает эмпатии. Для него мир – это набор ресурсов, которые нужно захватить и удержать. Единственный момент, когда кайман проявляет подобие заботы – это охрана гнезда. Самка строит огромный холм из гниющей растительности, который выделяет тепло для инкубации яиц. И горе тому, кто окажется в радиусе 10 метров от этой крепости. В этот период кайманы становятся сверхагрессивными. Они атакуют любого, кто нарушит границы, будь то ягуар, человек или лодка. Мать слышит писк детенышей еще до того, как они вылупятся, и бережно переносит их в пасти к воде. Те самые челюсти, что дробят черепа анаконд, становятся колыбелью. Этот контраст между предельной нежностью и первобытной яростью делает их поведение еще более пугающим.
Среди местных племен черный кайман – фигура мистическая. Его называют хозяином воды. Истории о бесследных исчезновениях рыбаков и детей в прибрежных деревнях – это не легенды, а суровая статистика. В отличие от нильских крокодилов, черные кайманы атакуют скрытно, утаскивая жертву на глубину без лишнего шума. Часто остается только пустая лодка, мерно покачивающаяся на волнах. Они не боятся людей. Для них человек – это просто еще одно мягкотелое существо, неосторожно зашедшее на их территорию. Они – истинные призраки, которые приходят из пустоты и уходят в никуда. Главный кошмар заключается в том, что черный кайман – это триумф биологического застоя. Он не менялся миллионы лет, потому что ему это не нужно. Он пережил падение метеоритов, ледниковые периоды и вымирание динозавров. Он – идеальное уравнение, которое уже решено. Каждая чешуйка, каждый нервный узел отточены вечностью. Когда вы смотрите на черного каймана, вы смотрите в лицо самой смерти, которая никуда не торопится. Он знает, что в конечном итоге все придет к нему. В черные воды Амазонки, к нему впасть. Мы строим города, верим в технологии и считаем себя хозяевами планеты. Мы привыкли думать, что приручили этот мир, что технологии и свет защищают нас от тьмы. Но здесь, в черных водах, наши достижения стоят ровно ноль. На берегу ночной Амазонки вы понимаете, насколько хрупка эта уверенность. Там, внизу, под покровом черной воды, жизнь течет по иным законам. Законам силы, терпения и абсолютного отсутствия жалости. Черный кайман – это напоминание о том, что природа не добра и не зла. Она целесообразна. И в ее грандиозном плане мы лишь мимолетная искра, в то время как он – вечная тень. Он пережил великое вымирание, ледниковый период и человека с ружьем. Он будет здесь, когда наши города зарастут лесом, а наши кости станут частью ила на дне реки. Когда вы в следующий раз окажетесь у воды, посмотрите на ее поверхность. Видите ли вы просто отражение неба? Или там, в глубине, за вами наблюдает пара красных глаз, ожидая, когда вы совершите свою последнюю ошибку? На вас действительно смотрят. И это не просто взгляд хищника. Это взгляд самой вечности, которая наконец-то дождалась своего обеда. Амазонка не прощает, она просто ждет. Черный кайман умеет ждать, а мы – нет. Если этот триллер из глубины заставил твое сердце биться чуть быстрее, нажми лайк. Это лучший способ показать, что такие истории нужны. Подписка на канал – твой билет в те места, куда другие боятся даже заглядывать. Мы продолжим спускаться в темноту и доставать оттуда факты, от которых стынет кровь. Поделись этим видео с тем, кто до сих пор уверен, что джунгли – это просто декорации для прогулок. Пусть знают, кто на самом деле смотрит на них из-под воды. И обязательно напишите в комментариях, что в этом звере пугает тебя больше всего. Его мертвая хватка или то, что он может часами наблюдать за тобой, не выдав себя ни единым всплеском. И помните, если вы видите каймана, он уже давно видит вас. Оставайтесь на берегу. Мы скоро вернемся с новой историей.